Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о буйволах и о том, как эти большие, мощные, рогатые звери борются за выживание и пропитание против царя зверей и других крупных животных Африки, таких как крокодил, носорог и бегемот. Вы на канале Supreme Show, и прежде чем мы начнем, давайте поставим лайк и подпишемся. Это поможет развитию канала, а вы не пропустите новые видео. Буйвол, или же африканский буйвол, еще его называют кафрский буйвол и черный буйвол. Буйвол является одним из видов быков и широко распространен на африканских равнинах, имеет довольно-таки крупные размеры. Например, вес взрослых самцов может достигать 1 тонны. Но чаще встречаются экземпляры со средним весом в 700 кг. В высоту этот зверь в холке достигает 180 см. И я не просто называю его зверем. После увиденных кадров далее тяжело с этим не согласиться. Средняя же высота около 150 см. И это при длине в 3-3,5 метра. Помимо наших гигантов, есть еще лесные буйволы, которые гораздо меньше обитающих в африканских саваннах. Также некоторые подвиды значительно меньше по размерам. С царем зверей наш африканский герой встречается гораздо чаще и приходится отстаивать свое право на жизнь. Борьба львов и буйволов длится не одно столетие, и некоторые эксперты и наблюдатели утверждают, что буйволы могут сами осознанно первыми нападать и убивать львов. Конечно же, в целях самообороны, так как буйвол является травоядным животным и льва в качестве закуски, конечно, не рассматривает. Но как потенциальная опасность, угроза жизни себе и потомству может заставлять нападать и убивать своего обидчика. Но сегодня мы рассмотрим противостояние буйвола не только со львом, но и с другими животными. Давайте начнем с самого интересного, а именно буйвол против льва. Так как буйволы входят в пищевой рацион льва, конечно же, атака прайда львов на одного буйвола в большинстве случаев заканчивается успехом львов. Но бывают ситуации, когда буйволы всем стадом пытаются отбить своего. Здесь львы убили свою жертву и уже приступили к обеду, но внезапно стадо буйволов вернулось, и самые смелые из них решили убедиться в потере своего, но уже было поздно. На этом видео львица вцепилась в свою добычу, но внезапно один из буйволов атаковал хищницу, подбросив рогами 2 раза в воздух. В этом видео, скорее всего, группа туристов подплыли слишком близко к зверю, что ему не понравилось, тем самым спровоцировав нападение на лодку, но как видно в конце, им удалось вовремя уплыть. Oh wow. Oh gosh. Oh no. Look how fast he's going. Oh no! Ah! Scared me to death. Oh my god. Небольшое стадо буйволов заподозрило что-то неладное возле сломанного дерева. Собравшись вместе, они решили проверить свои опасения, как вдруг неожиданно из засады выскочил лев, погнавшись за молодым теленком. Тут у него шансов не было. Буйвол же, видимо, решил добить своего обидчика, так как нападал он не только с целью защиты. Еще одна сходка наших героев. Прайд львов, как обычно, поймали свою добычу, но стадо буйволов решило отогнать неприятелей от своего, скорее всего, погибшего товарища.
Здесь же группа львиц загнала свою раненую добычу в небольшое болото. Как только буйвол вышел из воды, хищницы сразу же принялись нападать. Но, к счастью для буйвола, ему на помощь пришел собрат, который лишь ненадолго отсрочил неминуемую гибель, распугав всех львиц. В следующих же роликах посмотрим, как самки буйволов, возможно, спасли своих телят, всячески оберегая их и не давая львам нападать. Видно, как теленок уже отчаялся и чуть ли не сам побежал в сторону львицы, но неожиданно сзади врывается самка, отпугивая большую кошку. Здесь буйвол бросился на своего обидчика, подкинув его рогами, тем самым нанеся ему травму. А теперь буйволы стадом загоняют своих кровных врагов на деревья, пытаясь всячески им навредить. Качество видео, конечно, плохое, но я думаю, видно, как кошки спасают свою шкуру. Порой буйволы спасают не только своих и свое потомство, но и других животных. Например, здесь львы напали и завалили потерявшегося слоненка, но наши милосердные герои, рискуя своей жизнью, решили спасти малыша. А тут все наоборот, и слоны не остались в долгу. Куча молодых львов пытались завалить бычка, и некоторым из них неплохо досталось. Когда у них это почти получилось, вдруг неожиданно слоны решили вернуть долг и бросились всем стадом на помощь буйволу, отогнав всех львов. А теперь давайте посмотрим схватки наших африканских героев с не менее опасным противником, чем лев. Буйвол против крокодила. Обычно буйволы гораздо реже встречаются с крокодилами, но эти встречи как минимум оставляют после себя разорванные ткани, если повезет. Стадо буйволов пришло на водопой, чтобы напиться, но тут их поджидает сюрприз с огромной пастью, острыми зубами и одним из самых сильных укусов в мире. Тут одному из буйволов крокодил вцепился в морду, пытаясь утащить в воду. К сожалению, видеоматериала встреч буйвола и крокодила не очень много, поэтому возьмем антилопу Гну, как близкого родственника. Крокодил напал на Гну и утащил в воду. В ходе долгой борьбы антилопе удалось спастись, но ущерб в виде поломанной ноги непоправим. Здесь буйволу удалось не только спастись, но и вцепившегося в ногу крокодила вытащить на берег, где уже вместе начали мстить обидчику, бодая и подбрасывая рогами.
Стадо буйволов пересекало реку. Крокодил, заметивший это, подобравшись ближе, так и не решился напасть, или, возможно, не успел, тем самым подарив шанс на спасение одному из буйволов. Еще одно фиаско крокодила. В этот раз теленку мало повезло, так как наш зубатый сильно повредил ногу. Если же лев и крокодил являются кровными врагами буйволов, нападая, убивая и пожирая их, то носороги и бегемоты, о ком сейчас пойдет речь, наверное, больше подойдут в качестве спарринг-партнеров, хоть силы и не равны, или в качестве демонстрации силы и отстаивания территории. Точно неизвестно, что не поделили эти оба, но бой был эпичным, и в конце концов буйвол вроде как одержал победу. Еще одна схватка, только здесь непонятно, кто за кого. А вот здесь должна была пройти битва 2 на 2, которая так и не состоялась. В заключении посмотрим близкого родственника буйвола, бизона. Возбужденный носорог решил поиграть с бизонами, но им, видимо, было не до игр. Но здесь буйволу меньше повезло, и он ощутил на себе всю ярость нападения бегемота.